Двоечки второго расклада. Привет. Напомню, как все это работает. Сегодня вы загадываете один из трех вариантов на завтра. На первый расклад и на второй расклад. То есть, например, вы в первом там двоечка, во втором троечка. И напишите ваш вариант под этим видео в комментарии. Итак, давайте начнем. Двоечкам досталось скрытый амулет, что уже на тебя работает, даже если ты не в курсе. Итак, двоечки. Итак, двоечки. Что именно сейчас незаметно тебя оберегает и хорошее притягивать? Тут по картам даже трактовать не нужно. Твой амулет, он живой, и он рядом каждый день. И это твои отношения. Это не просто там любовь, симпатия, вот это все, а вот именно тот союз, который у тебя есть с одним конкретным человеком, и вы вместе по-настоящему. Там не для галочки, не для печати, не потому что так получилось, а потому что когда-то вы оба выбрали друг друга, причем осознанно. И вот этот выбор, он до сих пор работает. Вы выбрали друг друга без вот этих писюлькиных позывов. Вы выбрали друг друга душой. И ты даже не представляешь, сколько всего этот человек от тебя отводит. Не специально, не магическими вот этими всякими ритуалами, а просто фактом своего присутствия в твоей жизни. Его энергия, она уже переплелась с твоей и создала такую штуку, которая вот фильтрует входящее. То есть плохое отскакивает, а хорошее приходит. Понимаешь? И смотри, вот как работает это все. Вот, например, вспомни, сколько раз тебе везло в последние годы. Не крупно, а по мелочи. Вовремя там узнала о чем-то, неприятностей избежала, нужного человека встретила. И ты думаешь, что это случайность. Нет, это не случайность ни в коем случае. Это вот как раз ваш союз. Причем тут важно, знаешь, именно то, что это не просто там сожительство, да? У вас что-то общее есть в ценностях. Вы на мир одинаково смотрите. Понимаете, что правильно, а что нет, и примерно одинаково все понимаете. Это вот ваша общая почва. Вот это и есть фундамент амулета. Когда вот два человека выбирают быть вместе и при этом совпадают в главном, то создается очень мощная защита. Не мистическая какая-то, а реальная. Потому что вдвоем вы замечаете больше, чем по отдельности. Один смотрит туда, а другой сюда. Один чувствует одно, другой другое. И вместе получается полная картина вот этого. Этот человек, знаешь, много раз говорил тебе вещи, которые оказывались правдой. Например, там про людей предупреждал, про подруг, про решения. И ты, конечно, не всегда слушал, но когда слушала, то это все срабатывало. Потому что он видит то, что ты пропускаешь, а ты то, что он пропускает, понимаешь? И вместе вы слепые зоны друг друга прикрываете. И это все работает постоянно. Не надо этот амулет там заряжать, активировать, с собой носить. Он просто есть. Вот пока вы вместе, пока эта связь живая, то защита работает. И люди прекрасно чувствуют эту вашу связь. Даже, наверное, много раз тебе говорили, что типа вы нашли друг друга, вы друг друга стоите. Почему до сих пор ты не замечаешь и не придаешь это значению? Ну, знаешь, тут будет обидно немного. Ты не видишь этот амулет, потому что ты постоянно в него палкой тыкаешь. То есть у тебя привычка такая есть, ты все время ищешь, чего не так. Каждое слово его анализируешь, да, косяки подмечаешь. И обиды помнишь до самого рождения там какого-нибудь царя. Понимаешь? Ты
ведешь вот этот внутренний список претензий. И этот режим постоянного анализа, он просто не дает тебе увидеть общую картину, потому что ты за ним замечаешь только плохое. Ты вот, знаешь, ты как будто вот стену строишь, да, но и высматриваешь чуть ли не в микроскоп каждую трещинку в этой стене. Понимаешь? А то, что эта стена тебя там защищает и так далее, ты не понимаешь. Потому что ты назад не отходишь, чтобы посмотреть целиком на всю стену. И знаешь, еще одна штучка, ты проверки любишь устраивать. Небольшие скандалы, нет. А вот именно такие вот мелкие, как сказать, ругачки. Сказала что-то резкое и смотришь на реакцию на его. Сделала назло и ждешь, чего будет. Это все бессознательно. Ты не планируешь, конечно, это специально, но это происходит. Ты, знаешь, вот как будто на прочность проверяешь эти отношения. Причем снова, снова, снова. Как будто ты не веришь, что они настоящие. Как будто вот ждешь, что вот эта вся стена рухнет скоро и подтвердит твои самые плохие ожидания. И вот эти мини-конфликты, да, они съедают постоянно твое внимание. Ты занята войной, там, где можно было бы просто отдыхать. И защищаешься, там, где тебя никто не атакует. Готовишься к худшему. Понимаешь? Вместо того, чтобы там хорошее принять. Еще ты сравниваешь. Ты сравнитель. Я бы тебя назвал, ты сравнительная девушка. Смотришь там на чужие пары и думаешь, «Да, там лучше, там мужик получше. Там романтичный, там страсти больше, там интересней. А свое тебе кажется каким-то там обычным, бытовым, ничего особенного нет. Это потому что ты внутри, вот, как сказать, у тебя изнутри выглядит все вот как по будням, да, буднично. Вы вместе еду готовите, сериалы смотрите, бытовуху обсуждаете там, и вроде скучно. А то, что это бытовуха и есть жизнь, и именно в ней проявляется любовь настоящая, ты этого не замечаешь. Вот этот, знаешь, твой взгляд критика, да, критичный твой взгляд, он не туда направлен. Ты ищешь недостатки в том, что тебя оберегает. И, конечно, находишь их, потому что идеального нет ничего. А потом расстраиваешься, что нашла, и забываешь про все хорошее, про все остальное. Амулет работает, а ты, знаешь, вместо благодарности ковыряешь его иголочкой, да, и удивляешься, почему защиты не чувствуешь. Потому что ты сама мешаешь себе ее ощутить. Как усилить действие амулета и начать осознанно им пользоваться? Ну, знаешь, вспомни вот начало. Не думай, а вот именно вспомни, как вы познакомились, что ты почувствовала, когда там первый раз его увидела, о чем говорили в первые недели, куда ходили, чем он тебя зацепил. Вот это все вспомни. И вот эти воспоминания, они же не просто приятные картинки из прошлого. Они как раз хранят ту энергию, которая вас соединила. И когда ты туда мысленно возвращаешься, то эта энергия заново активируется. А сделает что? Вот смотри, найди какую-нибудь вещь, ну, с того периода, да, там фотографию, записку, подарок, который он тебе подарил, да, и посмотри на нее, вот подержи в руках и посмотри. И дай себе минуту побыть в том времени, когда все только начиналось. Это перезагрузит твой взгляд. Ты вспомнишь, почему он особенный, почему ты его выбрала, да? Не потому, что он идеальный, а потому, что он твой. Понимаешь? Тот, кого ты сама выбрала, когда могла выбрать кого угодно. А потом скажи ему что-нибудь хорошее. Не в ответ на его слова, да, там «я тебя люблю», «я тебя тоже», а вот просто так. Первое, вот без повода. Небольшое какое-нибудь признание в любви, понимаешь? Там «ты мне нравишься», «с тобой хорошо», «я рада, что мы вместе», и вот это все. Это укрепит вашу связь моментально. Потому что слова, которые ты говоришь от сердца, они как вот подзарядка для этого амулета.
Вы обменяетесь энергией напрямую, без всяких фильтров, защит. Это все усилит. И ваши отношения перестанет сравниваться с чужими. Причем вообще это жесткое табу. Не смотри ты на пары, которые там в кафе сидят, и не думай, почему они держатся за руки, а вы нет. Истории вот эти всякие любовные на себя не примеряй. У вас свое. Оно работает по-особенному, не как у других, понимаешь? И оно лучше, чем ты думаешь. Твой амулет, он уже есть, он уже на тебе. Тебе вот не надо его там создавать, искать, всякие вот эти делать штуки, ритуалы. Надо только признать, что он существует. И перестать его иголкой ковырякать в поисках вот этого подвоха. Усиливает защиту только благодарность, а претензии ослабляют. И выбор тут простой, я думаю, да? И делать его надо каждый день, этот выбор. По мелочи, там, в обычных ситуациях. Например, он чай принес, спасибо скажи. Понимаешь? Он промолчал, когда ты была не в духе. Заметь это, оцени. Он рядом, просто вот рядом, и это уже хорошо, понимаешь?